Привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре новый флагман HTC и первый смартфон компании в этом году. И несмотря на сделку с Google, они не торопятся делать одни лишь пиксели, делают собственные смартфоны, U12 Plus этому подтверждение. И знаете, за последнюю пару лет получается все лучше и лучше, конечно, с большими оговорками. Это именно U12 Plus, необычный U12, и вообще не ясно, будет ли он вообще. С неймингом у тайваньцев, конечно, всегда были проблемы. Плюс HTC любит новые технологии, как обычно, сюда они реализовали кучу всего нового, грех на это не посмотреть. Начнем с внешнего вида и комплектации. Три варианта расцветки: красный, черный и прозрачный синий. Прозрачный HTC мы уже видели, U11 Plus, и он снискал особую популярность, позволяя взглянуть под капот устройства, но выглядит действительно необычно и по-гиковски. Рамка металлическая, спереди и сзади стекло. Стеклянная поверхность особо популярна в последнее время не только из-за возможности внедрения беспроводной зарядки, но и потому, что можно всяких узоров дорисовать симпатичных. Уникальность ото всех так и прет, короче. Но такое мы тоже видели в недавно представленном Huawei Honor 10, например. Но у HTC другая фишка: цвет переливается и искажается под углами в красной версии. Либо, как уже было сказано, прозрачный корпус. В любом случае, U12 Plus похож на LG V30, особенно сзади. Плюс стекло на 5 баллов собирает отпечатки, сильнее, чем тот же iPhone 10. А еще, что это за стекло, неизвестно. На HTC об этом не говорят, хотя в U11 была версия Gorilla Glass 5-го поколения. Видимо, здесь поколение прошлое, раз не говорят. Чтобы хоть как-то защитить корпус от грязи и царапин, компания положила в комплект прозрачный дешевый чехол, но в целом неплохой, с открытыми гранями. Это сделано неспроста, потому что технология EdgeSense никуда не делась, более того, она обновилась до версии 2.0. Если вы пропустили, это такая удобная кому-то возможность управления телефоном одной рукой, сжимаемые грани. Естественно, все настраивается. Функций прибавилось, например, есть двойное нажатие, сжатие длинное, короткое, и по короткому, например, включается по умолчанию камера. Есть еще умная ориентация, это когда вы ложитесь, поворачиваете телефон, сжимаете его, и экран при этом не поворачивается. Но у меня вопрос: этим вот реально кто-то пользуется? Потому что это неудобно. У меня в Pixel тоже есть эти сжимаемые грани, которые сделали HTC, я вот ни разу им не пользовался. С другой стороны, сложно ругать HTC, потому что не нравится — отключи. Есть вопрос к другой теме. Видите вот эти кнопочки? Две громкости, одна кнопка питания ребристая. Это вовсе не кнопка теперь, это сенсор. Если вы знаете, что такое Taptic Engine и новая кнопка в iPhone 7 и в iPhone 8, то вот это примерно то же самое. Ощущения, конечно, при нажатии приятные, но есть проблемы. Во-первых, нужно прям давить, чтобы нажать, и девочкам это будет делать действительно сложно. Во-вторых, кнопки не могут работать вместе, а это означает, что я не могу сделать скриншот. Для этого мне нужно поставить его на сжимаемые грани, и это очень странно. Дали бы возможность настройки, регулировки нажатия, либо просто поставили обычные клавиши. Едем дальше. Слева гибридный слот, 2 сим-карты или 1 сим-карта памяти. Наверху микрофон, внизу микрофон, динамик и Type-C. Корпус, кстати, защищен по стандарту IP68, что очень неплохо. Сзади камера, вспышка, микрофон и сканер отпечатков пальцев. Быстрый, но не особо нужный. Спереди 2 камеры и, внимание, 4-й микрофон. Но ничего удивительного, в U11 Plus было то же самое по связи. U12 Plus остается лучшим на сегодня. Хвала небесам, здесь нет. Нет никакого намека на челку. Приятно, что HTC не пошел на поводу сомнительных трендов, хотя поговаривают, что Pixel 3 XL все же будет с таким пороком, судя по утечкам. U12 Plus оснащен 6-дюймовым дисплеем с соотношением 18 к 9 и разрешением 2880 на 1440 точек, плотность пикселей 537. Технология Super LCD 6, поддержка HDR10 и расширенного профиля цветопередачи DCI-P3, все это настраивается в параметрах. Экран просто супер, но не хватает яркости, особенно это заметно на улице. Углы, все это по максимуму. Зато, несмотря на то, что это IPS, здесь есть режим Always On, и он гибко настраивается. При таком большом экране размер аккумулятора достаточно скромный, как и во флагманах Samsung. Здесь 3500 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Хватает на 5-6 часов экрана, результат схож с Pixel 2 XL, ничего сверхъестественного. Камера не 3, а 2, сзади. Двойной оптический зум, оптическая стабилизация, эффект боке, автоматический, настраиваемый. Обе основные камеры оснащены фирменной технологией ультрапикселя, в основном 12-мегапиксельном модуле, это 1,4 микрона, во втором 16-мегапиксельном телеобъективе 1 микрон. При этом светосила у первого 1,75, у второго 2,6. Фокусировка моментальная, используется гибрид фазового и лазерного автофокусов, да и в целом приложение камеры сделано прекрасно, реально готов похвалить.
Специалисты DxOMark оценили камеру HTC U12 Plus в 103 балла, лишь на 6 очков меньше лидера Huawei P20 Pro, из них 106 очков за фотовозможности и 95 за видео. Неплохой старт для HTC, учитывая, что видео не самое лучшее, а вот фотографии реально очень хороши. Оцените дневную съемку, теперь контровой свет. Ночная совсем не Huawei, но тоже неплохо. Ну и портрет. Тут уже сами решайте, вот вам для сравнения то же самое с iPhone 10. Есть бонусы для любителей снимать видео, потому что смартфон пишет 4К 60 кадров в секунду, плюс есть плавный кинематографический зум. Вы просто при съемке смахиваете влево, и смартфон плавно приближает картинку. Плюс есть функция, позволяющая записывать звук именно там, где установлен зум. 4 микрофона позволяют это сделать. Кстати, мы то же самое видели в LG V30, и здесь это действительно работает. Дальше, слоумо. 240 кадров при разрешении 1080p, 960 кадров добавлять не стали или не смогли. К тому же, если вы хотите научиться снимать видео, HTC в подарок дарит DVD-диск с видеоуроками. Ладно, шучу, вы поверили. Фронтальные камеры, их здесь две. Почему две? Во-первых, чтобы делать селфи с размытием фона. Хотя у Pixel всего с одной камерой это до сих пор получается лучше. Возможно, софт допилит, будем смотреть. Сама камера имеет разрешение 8 мегапикселей, апертура 2.0, размер пикселя 1,12 микрон. Но вторая функция — Face Unlock. Он здесь есть, и вот здесь две камеры оправданы, потому что работает он очень быстро. Так что про сканер отпечатка можно смело забыть. HTC всегда нас радовали качественными наушниками в комплекте и отменным звучанием. Никуда не делось это и в этот раз. Есть затычки Usonic, функция автоматической калибровки обещает настроить звучание под ваши уши. Работает это так. Вставляем наушник, включаем программу, она в зависимости от ушной раковины настраивает эквалайзер так, чтобы получать полный кайф от звука. Конечно, это не уши за 80 тысяч, но если как следует дунуть пивка, можно погрузиться в мир дип-диска и войти в транс. И да, конечно, напомню, здесь нет разъема мини-джек. Компания перешла на Type-C, но смогла удержать планку качества звука. Но переходник в комплект на джек все равно не положили. Ну и для тех, кто забыл, что такое проводные наушники, флагман оснастили Bluetooth 5.0 с поддержкой протокола aptX HD, обеспечивающим передачу по Bluetooth в формате Hi-Res Audio. С этим все ок, но как в Galaxy сразу два аудиоустройства подключить нельзя. Внешние динамики тоже громкие, здесь, конечно, можно придраться к звучанию, так как уже у многих подобный звук, но стерео и довольно чистый, для ютубчика самое оно. Железки. Флагманский чип Snapdragon 845, 6 гигабайт оперативной памяти, 64 или 128 встроенный. В тестах получаются сумасшедшие цифры, чего только стоит 250 тысяч баллов в Antutu. С играми совсем все хорошо, и еще вроде как практически не тротлит и не греется. Но как работает телефон, просто сказка. Внутри Android 8.0 с фирменной оболочкой HTC Sense очень скоро обещают Android P, и не просто обещают, а говорят, что готов, остались лишь мелкие детали. Верим. По скорости он как OnePlus 6 и Pixel 2, то есть прирост по сравнению с U11 Plus есть, и он заметный. Что всем этим хочется сказать? Рано вы хороните HTC. Видно, что компания старается слушать своих покупателей и исправляет ошибки. U12 Plus значительно лучше U11 Plus, хотя по дороге он, конечно, растерял пару миллиампер-часов в своем аккумуляторе, но в целом много новых функций прибавилось. Но цена запредельная — $800. Представляете, сколько это будет стоить в России? В хорошем случае 50 тысяч, но мне кажется, цифра приблизится к 60, и за эти деньги, я бы себе лично его не купил, когда на рынке есть куча других интересных смартфонов. Плюс сенсорные кнопки. Не самая удачная идея. А вот во всем остальном флагман действительно понравился. Интересно, что Google из него возьмет в свой Pixel 3.